Друзья, всем привет! Привет! На связи Липовые истории, и мы продолжаем свое путешествие по Ленинградской области вокруг Финского залива. У нас сегодня запланировано вечером баня на берегу, и поэтому нам нужно было найти, где пополнить запасы воды. Нашли вот такой родник по Яндекс.Навигатору с такой интересной качалкой. Думали сначала, что ведро здесь нужно будет. Ну, надо посмотреть, может быть, там и есть что-нибудь. Видишь, открывается. Ну, там классический колодец, да. О, перелили. Кстати, мы уже второй раз находим такие колодцы в Ленинградской области, где вот так вручную можно накачивать. И говорят, здесь питьевая вода, она очень чистая. Координаты мы, конечно же, оставим внизу в описании к ролику. Единственное неудобство в колодце то, что от самого источника до места, где можно оставить машину, приходится канистры носить примерно метров 50. Ну и у нас по-прежнему на испытаниях предсерийная версия прицепа Кемперус Барс. Под одну машинку с прицепом местечко нашлось, а вот ребята наши встали на асфальте. С нами Кирилл и Ирина со своей фисташкой и Олег с Ириной с их Ясоном. Вот как так бывает. Пока мы стояли, загружали канистры, тут уже Арсланг подъехал, Слава с Дашей с 34-й фисташкой. Ребят, ну вы как так нас нашли? Очередь за водой начинается. Слушай, там единственный минус, надо немножко воду носить вот метров 50 до машины. Я тут 3 раза был уже. Молодец. Ну, колонка, кайф? Кайф вообще, быстро качает. Арслан, дружище, что у тебя произошло? Да я в воду сливаюсь, она что-то ржавенькая. Ну там вообще вода питьевая, там красивая вода. Видишь, такая? У Арсланга такой интересный бак, он его в черный цвет покрасил. И на солнце он нагревается, можно даже душ принимать. Друзья, помните такую песенку? На недельку до второго. Так вот, мы как раз сейчас едем в Комарово. Раньше этот поселок назывался Киаломяки, что в переводе с финского означает «колокольная горка». А в начале 20 века, когда здесь начался бум строительства дач, эту территорию отдали как раз-таки под строительство дач. Здесь были дачи различных деятелей науки, культуры и музыки. Также здесь должна была быть построена дача президента Академии наук, ученого-биолога Комарова. И в 1948 году в честь него этот поселок переименовали в Комарово. Дошли до Комаровского берега, и мы, честно, не ожидали здесь увидеть на берегу Финского залива такую картину. Мы как будто бы попали в Анапу. Сейчас дует прохладный, достаточно такой уже холодный ветер с залива. А вот если здесь быть летом, в жару, например, очень даже прекрасное место для отдыха, купания. Ну, наверное, можно и на лодочках, на сапах здесь покататься. Даже лавочки установлены специально для тех, кто приходит полюбоваться рассветом или закатом на заливе. Ну что, друзья, давайте, запивайте. На недельку до второго я уедем в Комарово. Ну все, мы в Комарово. Вот давайте теперь сопоставлять обстановку. Где Шереметьевский баркас? Дальше. Где Карельские скалы, на которых он качается? Ну, там написано было, что когда сочиняли эту песню, вот, были данные, что Карельские скалы, их нет, это просто выдумка. Ну, такая художественная находка. Ну, будем считать, что вот эта вот гостиница, это и есть Шереметьевский баркас. Кстати, она такая действительно красивая, в форме такого лайнера выполнена. Ну, места, конечно, здесь, ну, конечно, фантастической красоты. Очень красиво. Едем дальше, и по пути я заехал в магазин Метизы. Взял вот такой вот болт на 14, длиной 90, с частичной резьбой. Но для чего я это сделал, я расскажу уже вечером. Должно быть очень интересно. Едем вдоль Финского залива по северному берегу и остановились прямо возле трассы, потому что здесь есть интересная точка. Где-то прямо здесь проходит линия Маннергейма. Вы набрали родниковой воды, а вместо спасибо куча мусора. Стыдно. Научитесь беречь природу и то, что она вам дает. Ага, значит, там еще и родник дальше есть. А насчет того, что мусорить нельзя, это правильно. Да, действительно, здесь есть родник. Только надо к нему осторожно спускаться. Ну, такой вот он. А как же здесь воду набирать? Но только если бутылочками ее зачерпывать. Речушка течет. Мост тоже, наверное, ему очень много лет. Перешли через речку, и вот здесь вот мы как раз видим вот эти
зубы дракона, как их называют, или на английском языке у англичан они Dragon Teeth зовутся. И это они здесь стоят еще со времен Зимней войны, установили их здесь финны, и, конечно, танкам РККА было очень сложно преодолевать такие препятствия, а вот в данном месте вдвойне, потому что здесь, получается, нужно было возводить какие-то мостовые переправы. А делали эти зубы дракона либо из тесанных гранитных камней, ну то есть их скалывали вот таким вот образом, либо из бетона изготавливали, если была такая возможность. Да, действительно, вот как вот такое все преодолеть? Очень сложно. И куда они там уходят? Еще дальше. Туда прям в лес они пошли, да? Вон туда, вдаль дальше уходят. Но они должны как бы сплошной линией идти на многие километры. Ну вот она. Мариш, вот она, знаменитая линия Маннергейма. Оборонительная Да. система получалась. А буквально в паре десятков метров находятся доты. Два дота, которые здесь вели оборону. Самое главное, тут шиповник. Посмотрите, какого он А чё размера он такой огромного. большой, действительно? Как маленький, несозревший гранат как будто. И такое ощущение, что здесь он такой дикорастущий. Везде мы его встречаем. Вдоль дороги, Вдоль очень дорог, часто, да. И вот такой вот крупный. Хоть набирай и чай заваривай. Дошли до одной из частей дота номер 6. Здесь даже стенд вот такой есть, правда, что-то он покосился немножко. Вот эта фотография, конечно, просто поражает. Вот тут, получается, мы оставили машины, вот спуск, вот где мы спускались к источнику с водой. И вот такую вот сделали комбинацию фотографий. Получается, той зимой не было еще воды здесь. И вот солдаты переходят по такой переправе. Какой-то вот здесь вот такой деревянный мост тогда был. А, кстати, именно здесь, на остатках 6-го дота, была сделана одна из самых знаменитых фотографий советско-финской войны. Бойцы РККА на крыше захваченного дота. Кругом разбросаны куски железобетона. А вот сама основная часть, мы так понимаем, этого дота. Такие огромные, просто массивные перекрытия. Вот сейчас он в таком состоянии. То есть, видимо, что он был взорван. Возможно, даже во время штурма был уничтожен. Все обвалилось. Прохода туда дальше нет. Но я так понимаю, что вот весь вот этот вот холм, это и был 6-й дот. Потому что и вот здесь бетон, и здесь бетон. Здесь даже какие-то куски, видимо, с трубой для вентиляции, которая была. Вентиляционная труба. Чтобы там бойцы могли дышать. А вот, похоже, мы нашли и вход. За елочкой вот так вот притаился. Ух ты! Ничего себе! То есть, а почему не закрыт проход? То есть туда, по идее, даже можно пробраться. А ровно через дорогу находится дот номер 7. Прямо из его основания выросла вот такая вот огромная елочка. Вот это да! Как это все держится, интересно. Не, я туда внутрь заходить не буду. Не надо. А Нет. еще упадет что-нибудь? Да, кругом куски арматуры торчат. Вообще, представляете, какая толщина? То есть она, ну, грубо говоря, метровой толщины плита здесь. Да. Основательная была подготовка. Ну, так, Мариш, конечно. Вот это да. Ну, конечно, как можно было наступать в таких условиях, когда у тебя танки не могут перебраться через зубы дракона, а здесь постоянно по тебе долбят вот из этих укреплений. С этой стороны тоже можно его обойти. Прям просто как козырек нависает, Кир. Смотри. Вот так вот висит. И с этой стороны вообще ни на чем не держится. Ну как он держится, Ириш? За счет своей прочности. Сколько лет прошло, а бетон все еще не раскрошился окончательно. Достаточно туристическое место, но прям я даже нашла гриб. Это, наверное, подосиновик. Ну-ка. Прям меня можно с почином. Первый мой гриб. Да, что ты в этой поездке только Да. один нашла? Я только один. Вот всегда удивляет. Мухоморы, какие красивые. Он прям такой зовет и манит. Возьмите меня. А их этих не видно съедобных. Да, вот он стоит. Ну прям красавчик, издалека заметен.
Вот он какой. Но мы его трогать не будем. Едем дальше, свернули в лес. Нас тут уже должны друзья ждать. Едем на ту же самую поляну, где проводился фестиваль Hello Camper в этом году. Закрытие сезона. Картинка здесь, конечно, максимально живописная. Такой красивый лес. На деревьях красные изоленты, отметки стоят, куда ехать правильно. Направление, да? Да. Заблудиться можно. Ну вот оно, кстати. Вот на дереве красная изолента. Арслан, почем парковка в лесу? Да ничего, мы вас так возьмем. Да, так возьмете? Да. Как вы здесь размещались на ХК, расскажи. Мы вот там вот были. недалеко. Вот там стояли, да? Подальше. Ну. Куда вставать? Сейчас пока вон Славик, он там крутит, вертит. Сейчас это. Славик управляет, Да, да? пока вот здесь вот. Далеко не уезжай, пока здесь вот так вот. Вот это, конечно, полянка. Да, место здесь, конечно, всем найдется. О, уже под костровище все даже здесь готово. Ребята, осторожно. Лопата. Куда это его? Сюда? Наверное, да. Тут, по-моему, неплохо. По-моему, даже вообще отлично. И песок такой достаточно спрессованный, то есть по нему спокойно. Мы так брали, пока вас не было. Да? Мы вот так ходили. Все, пойдет? Вообще отлично встали. Окно панорамное. С видом на залив, да? Нет, Слав, для костра вообще отличное просто место. Центральный, да. Да, самое центральное. Далековато уехал, может быть, чуть назад. Ну, смотри сам. Да мы все равно сейчас отцепляться будем. Сюда вот так вот напинать. Да решим, Арслан, не волнуйся, не переживай. Смотрите, какая красота. Ой, вообще, Мариш, пойдем. Слушай, здесь так же красиво, как в Комарово, да? Ничем не хуже. Ну, только, конечно, инфраструктуры нет. Но она а здесь и не темы нужна. хорошо. А там кто-то, смотри, вдалеке Смотри, плавают. смотри, тут даже доски. Ничего себе. Ну, С костром не будет проблем. Но это, наверное, от фестиваля осталось. Смотри, здесь фотозона, наверное, была. Сено. Вот это красотища, да. Дядечка там купался, только что в плавках прогуливается. Вот это залив. Вот это залив. Вот ради этого мы таких видов и проехали столько тысяч километров Сколько сюда. мы уже проехали? Ой, я не знаю, я что-то не Надо следил. будет потом посчитать. Ну, наверное, что-то там около 2000, чтобы вот добраться именно в эту точку. Так, ну и как водичка? Соленая, не соленая, да? Ну, глянь, она вообще чистейшая, ну, почти. Ну, здесь очень мало водорослей все равно. Какой-то что-то набивает прибоем. Да, вообще по минимуму. Мы такие места видели, где они прям как в Анапе лежат, а здесь прям красота. Мы короли мира. Короли Финского залива. Сегодня этот вечер наш, да? Пока не стемнело, хотим провести небольшой маленький эксперимент. Ну, как бы все наверняка задумались, как было бы классно, если бы можно было с одним автомобилем таскать сразу несколько прицепов. Где-то, по-моему, в Австралии так даже ездят грузовики, то есть они за собой таскают по 6, 7, 8 прицепов. Хотим сейчас проверить, сработает ли это с нашими кемперами. У нас у Барса на задней части есть крепление под фаркоп, под так называемый американский формат. Под американский квадрат, то есть сюда можно поставить фаркоп, на него, например, установить велокрепление, велобагажник для велосипедов и их так перевозить. Но по сути ничего не мешает сюда прицепить еще один прицеп. Нам повезло, что так совпало, что у Киры стоит как раз-таки американский квадрат. Мы сейчас его отсюда демонтируем и поставим на наш прицеп. О, он совсем легко вынулся, да? Все, погнали. Так, момент истины. Главное, чтобы он подошел. Ага, все, встал. Совпали отверстия. Вставляем. Кстати, болт один на нем будет держаться, но он 8,8. То есть прочный 14. Оба-на. Ставим гровер. И прикручиваем все это гайкой. Надеюсь, будет держаться. Закручиваем все это крепко. Вот так вот. Оба-на, чтобы она ни в коем случае не раскрутилась. Мы же ведь за безопасность. В таких дурацких, небезопасных. Кир, да? За безопасность. Ну, эксперимент Дима разрешил нам.
Ну а что? Ломать его. Ой, ломаем. Ну мы же проверяем прицеп на все возможные условия эксплуатации. А вдруг придется, ну, грубо говоря, приехали машины, нужно вытянуть. У Киры, когда был маленький прицеп, у тебя был какой? Напомни. Енисей мини. Енисей мини. Получилось так, что на узкой дороге застрял бусик, автодом, а Кирюша не мог с прицепом развернуться и отцепиться нигде не мог. Причем это было зимой. И чтобы бусик из снега вытащить, Кирюшенька подогнал, у него там тоже стоял американский квадрат. И представьте, то есть Volvo, маленькая капелька, и капелька еще за собой тянет большой микроавтобус. И все она и вытянула. То есть даже этому видеосвидетельство где-то в интернете. Хаюшка с домиком сейчас будут прицеплять бус и выдергивать. Это приключение. Новая фишка! Тащим автобус за домиком. Я не слышу его там. Пока ничего. Он готов. Сейчас сядет. Заднюю включил. Вау! А в качестве тягача у нас будет выступать полноприводный Nissan X-Trail. Ну что, Кир, давай разворачивать первый прицеп. Так, смотрите, чтобы там мимо сосны пройти. 4 взрослых мальчика тянут маленький прицепчик. Да, машина. Заворачиваем. Нормально. Я отсюда не вижу. Там нормально. Все там нормально? Стол не собьем? Нормально. Все, разворачиваем. Погнали. Накидывать. Ой, только аккуратненько. Держите его с этой Потихонечку, стороны, чтобы не бампер покатился. ехать. Подъезжаем. Так, потихонечку, потихонечку. Стоп! Так, поднимать. Сейчас я опущу колесико. Так, как тут надо? Взвести курок. Может, лучше поднять надо было. Все. Проверяем. Первый готов. Катим второй прицеп. Вы его здесь разверните, стойте. Вот прям здесь вращайте. Кирюшек, давай, разворачивай. Опа. Толкай. И ключи, чтобы не потерять. Ну да, ключи нужны. Все. И по ходу движения давайте, по чуть-чуть, потихоньку. Не спеша. Не спеша. Метр, полметра. Стоп. Да, я пробегу. Давай. Что ты так смеешься? Всем смешно, да, от происходящего? Нет, ты отпусти, наоборот, просто накинем, Кир. Да, вниз опусти, чтобы она ниже шара была. И просто сверху ее раз подняли и набросили. Во, нормально. Все. Давай, подтягивай. Оба-на. Подняли. Опустили. Так, а цепь страховочную, Кира, надо? Еще, может быть, свет подключить. Кстати, а почему мы без света едем? Это же небезопасно, как минимум. Без стоп-сигналов. Нет, я решил на нашем все-таки набросить. Так, ну что, наш испытательный паровоз готов. Славик, ты готов? Да, готов. Всегда готов к всякой какой-нибудь фигне. Один прицеп прицеплен. Второй прицеп прицеплен. Я не знаю. Вот Кира считает, что радиус поворота нужно будет сильно увеличить. Кирюш, ну а мне кажется, что прицеп за прицепом, как и просто с одним прицепом, будет повторять траекторию колес. Как ты думаешь? Ну, то, что траекторию будет повторять, просто я думаю, что немножко радиус надо будет Побольше брать, да? Ну, представь себе длинную фуру. Так. Тот же самый вариант. Да, но здесь колесики находятся значительно ближе друг к другу. Это есть. Ну вот поэтому и эксперимент. Да, ну то есть вот раз, вот близко, вот следующее близко. Кирюш, рация на готова? Да. Что, командуем старт? Ты что?
Как я вас нагрел. 2 прицепа зацепил. И погнал, и погнал. Сколько там они стоят? Уже сейчас очень много. Едет, друзья, смотрите. Эта конструкция едет. Не гони, мы за тобой не успеваем. Идет, идет. Эксперимент работает, смотрите. Вот это да. Смотрим за радиусом, как все это прописывает. Ну, в принципе, пока я никаких вопросов не вижу. Каких-то сложных моментов. Сейчас там дальше будет поворот налево. Вот нужно будет посмотреть, как будет с траекторией. Так. Проходим геометрические неровности. Никаких изменений, как это если был бы один прицеп. Ну что, в зеркало как? Они прописывают, да? Да, все видно хорошо. Так, пошел на круг. Перепрыгивает колесо. Небольшие, конечно, здесь сучки, корешки от деревьев. Но все шикарно. Идет наша гусеница. Ну, я не знаю, как ее еще назвать. Очень похоже на гусеницу. Аккуратно. Здесь пенек, я на пеньке стою. Привет. Привет, Мишань. Один. И второй. В принципе, по весу мы даже не превысили нагрузку. Ну, то есть, грубо говоря, каждый прицеп весит там условно по 400, по 500 килограмм. Соответственно, Слава сейчас тянет за собой условный 900. То есть это, ну, формат большого каравана, на что у него сцепное устройство в принципе и рассчитано. Бежим! Бежим! Узкое место, осторожно! Все прошло, один в один. Как первый прицеп прошел мимо кустов, так и второй также прошел. Мы подходим к нашему лагерю. Так. Идет процесс. Молодца. Красиво выполнил. Первый круг успешно пройден, но это еще не все испытания. Сейчас мы отправляем туда живые манекены. Хорошо, что мы не на дорогах общего пользования, поэтому можем это сделать. Так, Кирочка, ты занял там свое место? Кира на месте. Мы с Мариной тоже на месте. Закрываем панорамную дверь. Все, захлопнули плотно 2 замка. Так, что нам нужно сделать? Нужно взять рацию и сказать: Слава, трогай, мы готовы. Что сейчас? Кира в фисташке доложил. Так, у меня очки запотевают, нужно открыть люк. Мы поехали. Как в поезде. Держись, держись. Там сзади ручка есть. Ничего себе. Вот. Слушай, Мариш, а кстати... Как в поезде или как в автобусе. Какая скорость большая. Вообще скорость приличная. Мы где-то километров 40 сейчас неслись. Ну, может быть, 30. А слушай, а и ничего, и можно даже не держаться, глянь. Ой-ой-ой-ой. Это корешки деревьев. Мы обо что-то ударились. Нет, это корешки деревьев, не переживай. Вот мы проходим первый поворот. Уходим на радиус. Хоп, да-да-да, тут такие есть неровности. Оба-на! Кстати, можно посмотреть, как ведут себя вещи на полочках. Смотрите, там зеркало, роутер лежит. Вот здесь вот тоже вещи на полках. Ничего не происходит. Ну, чуть-чуть, да, потряхивает. Меня уже укачивает. Ну, есть такой эффект. Классно. Самое главное, чтобы ни один живой манекен не пострадал. Слушай, а я не думал, что в прицепе настолько комфортно. Мне кажется, даже веточка что-то там чиркнула. Мне кажется, даже в машине болтает вот по этим кочкам, когда так несешься, больше, да? Классно. Такого, по-моему, еще теста никто не проводил и не делал. Какой вид из окна, просто шикарный. Жалко, к сожалению, правила дорожного движения не позволяет это выполнять на асфальтных дорогах. А так, лег себе, лежи, отдыхай.
шторочку вот так вот. Раньше на гужевых Закрыл. повозках можно было ездить внутри, когда впереди была лошадь и кибитка. В кибитке могли перевозить людей. Ну, послушай, там скорости были совершенно другие. Проезжаем лагерь нашего соседа. Сосед там, наверное, просто в шоке от того, что происходит. Вот она, питерская земля. Она толкает людей на такие безбашенные просто. Ну, куда ж Славик гонит просто? На такие безбашенные тесты. Кружок окончен. Сдавайте по 150 рублей за покатушки. Слав, ну как ощущения за рулем от двух прицепов? Я большой разницы не почувствовал. То Вообще? есть, ну, в плане того, что машина по тяге как-то не тянет, вот прям, что весу добавилось, никакой я не почувствовал разницы. Ну, может, минимально. Ага. То есть основное только то, что радиус поворота Чуть увеличен. больше брал его, да? Прикольно. Ну а слушай, а второй прицеп было видно в зеркало? Да, хорошо. Да? Так, ну что, надо коллегиально от лица мини-караванеров правительства обращение, да, с просьбой а. позволить перевозить людей в прицепах, и б. возить их по 3-4 штуки. Арслан, а для таких магнатов, у которых 10 колясок, можно сразу 10, да? Нет, хотя бы пяток. Крутяк. Ты же тоже Ну ездил, что, один жилой, другой с лодкой, третий с квадроциклом. Представляете, Да. как отдыхать можно? Здесь дети едут с тещей, да, к примеру. Здесь родители едут. Славик неугомонный решил еще и задом все-таки потренироваться. Ну, хотя, в принципе, идет. Ломай руля влево, Слав. Да, выравнивай. Хвостовой прицеп, в принципе, тоже движется. Дерево проходим? Гля. Он сейчас еще, получается, и зарулит сюда. Вот. Да. Выравнивается. Сейчас второй прицеп выравнивается. Все, руля влево. Молодец. Вот это филигранное мастерство. Слава, дай пожму лапу. Я тебя прям зауважал. Но смотри, такого опыта не было еще ни у одного водителя. Мне эта жизнь абсолютно... Давайте похлопаем. Слава, молодец. Красава. Красиво. Еще на рундуке надо было бы проехать. Кир, ну как твои ощущения? Как там оно внутри фисташки было? Я весь вспотел, пока прокатился. Ну, на самом деле, прикольно. Да? Сразу такая песня заиграла в голове. Это увлекательный был аттракцион. Так еще никто не шутил, как я и он. Кстати, обратите внимание, вот сейчас заметили, что прицепы и тягач автомобиля, они в принципе встали в одном уровне. То есть нету вот этого перекоса, еще что-то. Они стоят, да? То есть прям так, как надо. Расцепляться будем? Будем. Ну что, эксперимент вот такой, отличный. Можно считать, что он удался. Отправляемся ставить баню. Панорамной дверью прицеп выкатили, поставили, чтобы с утра можно было проснуться и прямо любоваться видом на Финский залив. Да, Мариш? Это прям мечта наша была в этой поездке. Окошко открыл и такие виды. Так, а сейчас мы с Кирой хотим выровнять прицеп, потому что мы его в песок забурили. Он сейчас на правый бок наклонен. Сейчас ауттриггерами поставим его на ноги. Чего? Крути сам, да? Нет, я не про это. деревяшку Надо подставить, что-нибудь это такое же плотное. А, ну да, естественно. Так, подкладываем досочку. Чик. О, вот так нормально. Я пока под второе подложу. Работает. Реально работает. Ну, работает. Эти штуки, конечно, очень важные. Так. Ну, у нас, конечно, там есть уровень такой специальный от телевизора. Маленький-маленький такой, чтобы можно было точно все это выровнять. Мариш, давай откроем кухню. Так, у нас получается сейчас на один борт завален очень сильно. И, ну, в принципе, здесь ровно. Хотя немножко голова должна быть выше. Так, вот так кладем и крутим. Прям реально поднимается. Так, еще чуть-чуть. Еще, Кир. Еще 2-3 оборота. И все, ровно.
Все, второй просто поставим для устойчивости. Слава в одиночку собирает баню. Мы ему, конечно, с Кирой предложили помочь. Но Слава говорит, что нельзя. Что Слава говорит, что только помешаться будут? Да, не суйся под руку. Да. Не стой под стрелой. Но Слава уже, да, он, конечно, мастер просто по установке. Это все вот за какие-то минуты считанные возведено. Осталось печку поставить, растопить ее потом вечером. И вот здесь можно будет париться. Вот с таким вот видом на Финский залив. Закат вообще красота. Место просто огонь. Конечно же, координаты оставим в описании под этим выпуском. Но большая просьба, когда сюда будете приезжать, пожалуйста, увозите за собой мусор. Говорю, обсуждали сейчас с Сережей. Говорю, часто с дискуссии бывают с приезжими кем-нибудь. Говорят, ну это же залив финский, часть Балтийского моря. Меня почему-то это немного обижает. Ну, скажи, я правда думал, что это разве часть. Это не море? А, да. Нет, естественно, это залив, я не спорю. Но вот когда тут стоишь, не видишь ничего на том берегу, запах, чайки, пляж, ну чем не море? Готовим вечерний ужин. И посмотрите, что там делает Марина. На берегу Финского залива огромный ролл с красной, дорогущей, просто неподъемной по стоимости икрой. Ты сейчас наговоришь. Мы не настолько богаты, чтобы есть такими ложками красную икру. Да ладно, ну блин, а глянь, как красиво было. Зачем ты все испортила? Красиво выглядит. Кстати, очень даже совет, да, приличный совет для приготовления вот такого блюда. Сюда можно еще добавить яичко. То есть я намазала лаваш плавленым сыром, можно творожным сыром. Имитированная икра, размазываешь и не отличишь от настоящей. Тут тоже процесс идет полным ходом. Ну, откройте, хоть покажите. Там остаточки у нас уже. А, там крылышки с ножками. Слушай, совсем чуть-чуть. Так, а тут? А тут что у нас? Большая банка. Большая железная банка. Слушай, а так это же медицинская, подождите. Это ж стерилизатор. Я только сейчас обратил внимание. Именно так. А есть чем крышку поднять, посмотреть, что там? Там рыбка, там нельзя открывать. А, нельзя открывать? Нет, там рыбка коптится. А, ну, в общем, это такая самодельная коптильня. Ладно, Мариш, покажем, когда все будет готово. Да. А Иришка тут принесла вообще какое-то непонятное блюдо. Его сначала надо вот так вот показать, что это такое. Ириш, расскажи. Да, это сыр бурата. Мы его разрежем. Оно очень так эффектно растечется по блюду. Очень вкусно. Да ты что? А там внутри, то есть вот Там в этом внутри, мешочке да, что-то есть? внутри мешочке, да, сюрприз, да. Он такой немножко жидковатый. Снаружи вот он форму держит, а внутри он будет так растекаться. А это чье блюдо? Где? Какой Трудно страны? сказать. Попробовали, очень понравилось. Теперь постоянно делаем. Короче, это блюдо из интернета, да? Да. Арсланка открывает свою чудо-коптильню. Ну давай, Арсланка, показывай. Что там получилось? Ты первый раз готовишь или не первый? Да нет уже, конечно. Нет? Ты опытный. Ну-ка. О, это что за рыбу ты привез, Арсланка? Это у нас вот это форель, а вот это судак. Был один судак у нас. Ой, какая красивая. Скажи честно, ты ее сам поймал? Нет. Нет? Есть такой магазин? Какой? Не будем говорить, да? К столу. Отправляется к столу. Красотища. У тебя поддон прям специальный, да, для всего этого? Сейчас выложим аккуратненько. Ой, елки-палки, как же нам сегодня будет вкусно. Смотри, да еще какая под такой вкуснота костер. еще здесь. Да, я уже, рассказывал про все это. Особенно про твою супер дорогостоящую имитированную икру. Вот это нас, друзья, вообще встречает. Арслан, да, я тебе руку пожму. Вообще красавцы. Вообще Питерские, нежная. вам огромный респект, Слав. Где ты там? Вы молодцы. Я не удержалась. Хвост оторвала. Ничего себе. Как на вкус? Это что, судак или? Это судак. Просто восхитительно. Как у нас друг скажет, бомбически. Это что за друг? На букву Б. Кира Бородулин. Иришка, световая мачта. Доброе утро. Мы обещали вчера показать, с каким видом мы сегодня проснемся. Выполняем обещание. Просто посмотрите, какая красота. Вид
на Финский залив, на Балтийское море, на песчаный пляж. Там банька чуть дальше стоит. Конечно, это красота. Вот так просыпаться в своем автодоме с такими видами в таких местах, это, конечно, непередаваемо. А как хорошо. Под шум моря, звук ветра просто восхитительно. Мечта. Лагерь у нас уже проснулся. Мы, наверное, встали самые последние. Уже ближе к 11 часам. Уже и костерчик с утра горит. Люди вот уже даже на онлайн-работу ушли. Видимо, интернет хорошо ловит. Слава, он солнечные панели раскинул. Слав, это на сколько? На 100? 150? 120 или 150? 120, 150, да? Я тоже подключил свои панели, потому что солнце вроде есть, но оно какое-то такое. За облаками, я думаю, что панели на крыше сейчас далеко не на максималку работают, поэтому вот эти 200-ваттные панели еще будут плюсом. Кстати, можно посмотреть, сколько сейчас на контроллере. 12,7. 12,7. Это хорошо. Заряд идет. Мариш, а ты что уже здесь варишь с утра? Так, ну у нас компания большая, решили сделать солянку, приготовить на обед. Ага. Жиденького все-таки хочется. Да, Сейчас в варю дороге очень бульон, хорошо. да, девчонки там нажарят уже все остальные ингредиенты. Пойдем за грибами? Точно пойдем? Да, но я ж тебе обещал. Надо сходить. Пойдем. Пошли с Мариной за грибами. Идем, параллельно наблюдаем остатки Hello Кемпера, да, Мариш? Закрытие сезона. Ну, я думаю, они, наверное, здесь будут теперь постоянно проводить, именно на этом месте. Ну, наверное, какие-то доски остались. Стол перевернутый. Тут что-то вообще пытались сжечь. Зачем-то целую тубареточку вот эту. Смотри, а там вдалеке вон туалеты стоят. Пройдем посмотрим. Говорят, что туалеты там были в этот раз очень даже хорошие. Там чуть ли не био стояли внутри этих кабинок. Угу. А здесь, скорее всего, фотозона была. Да, вот эти, да, красиво. мешочки с сеном. Вязанки, да. В костер. Очень удобно делают, прям огораживают так костер. Ну, конечно, это противопожарная безопасность. Что там на объявлении написано? Да, инструкция, наверное, по использованию. Друзья, просим Сохранять относиться чистоту. ответственно и сохранять чистоту. Биотуалеты. А внутри? О, смотри, как оригинально ручку сделали. Ага. Слушай, Ну, здесь просто поддон, скорее всего, точно биотуалеты стояли. ну да, нам ребята рассказывали. Оригинально. А здесь что? Что за труба? Ух ты! А здесь даже организовали, яму сделали. Видишь, Марин? Да. Это для слива кассет биотуалетов. Молодцы. Ну да, ну чтобы каждый ямку в лесу, Да, получается, не копал. Молодцы, продумано. Процесс пошел. Какой красавчик, мы напали. Да, прям под самую ножку его срезай. Ага. Ой, да хорошенький какой. Вот я так и не пойму, на самом деле, как правильно, срезать или аккуратно выкручивать, чтобы грибницу не повредить. Не знаю, я когда в читал в детстве интернете. ходила, там у меня дядя всегда срезал. А Всегда говорят, с что ножом если ходил. аккуратно выкрутить, для грибницы последствий не будет и так правильно. В общем, мы не знаем, но на всякий случай режем. Опа. Так. Красавчик. Посмотри, не гнилой? Ножка не гнилая? Нет. Ну-ка. О, ну чуть-чуть вот здесь вот обрезать. Ну, это можно будет обрезать. Прям вообще красавчик. Будем собирать только крупные. А вот Какой этот прям красивый. вообще как с картиночки, Такая да? бомбочка. Ага. Вот так пока по лесу гуляешь, можно и брусники наесться, и черники наесться. Вот я прям на поляну нашел, вышел. Вон она какая крупная, прям спелая висит. Потом, правда, все руки красные, все губы красные. Зато максимально красиво. Прям лес такой сказочный. И погода, конечно, удивительная. Для последних чисел сентября прям даже необычно. А в Липецк вчера друзьям звонили. Они сказали, что там вообще 26 градусов тепла. И это уже даже не бабье лето. Что-то, видимо, небесная канцелярия за календарем следить перестала. Ну и хорошо. Может быть, еще и октябрь такой же подарит. Набрели на вот такой, я даже не знаю, как это, овраг, не овраг назвать. Может быть, здесь Сочный каньон. карьер. Может, здесь песок, кстати, добывали. Почему такое, ну, как дно ровное? Там вот такой вдалеке камень огромный лежит. Из лесной чащи выбрали просто
я не знаю, но на какие-то барханы из песка. Вот если бы еще елочки здесь не росли, то можно подумать, что мы правда где-нибудь в пустыне. Неожиданно просто лес взял и закончился. А вот так поворачиваемся и опять снова в лес движемся. Вышли в лесу на 2 палатки. Одна маленькая, вон там желто-зеленая такая, а один шатер прям большой, в полный рост. И что самое интересное, здесь вокруг обошли, никого нет, машины нет, следов людей нет. И вот, Мариш, иди сюда. Смотри, видишь, рядышком ковер лежит, и он завален уже иголками желтыми. Нет, смотри, то есть явно здесь 100 лет никого нету. Ну, скорее всего, это с Hello Camper. Ну, ты знаешь, тут еще какую историю рассказывали, что в Ленобласти, бывает, люди используют вот так шатры, как Для дачи. чего? То есть они их ставят, и потом по выходным приезжают сюда, живут в них, да. Вот тут, Заглянуть? ну вот аккуратненько, да. Мы... Даже грибы там уже выросли. Да, кстати, да, мы брать ничего не будем, если там даже что-то есть. Нет, она пустая. Пустая? Да. Закрывай полностью, чтобы вода не попадала. Ну там вода и песок внутри уже есть. Пойдем тогда в большой заглянем. Градусник, да, висит. Основательно приколоченный. Ну-ка. Дай мне заглянуть туда. Открой. Там диван, стол. Ой, давай Вода. лучше, получше заглянем. Открой вниз. Да, реально, это дача. Диван. Прям домашний диван. Ой, я чтобы не заходить, все-таки, да, мебель стоит, решетка. Да, бутылки с водой. Да, то есть тут реально как будто несколько недель никого не было. Закрывай плотно, герметично. Смотри, и там столики у людей. Стол такой сколочен. Костровище. Еще один стол для посиделок. Большой такой. Да, на большую компанию. Ну, получается, вот так вот заняли люди место, и все, и могут приехать сюда отдохнуть. Зато уже никто не займет его, Мариш. Да, постоянно будет Да. уже место у них. Интересно, сколько, правда, палатка в таких круглосуточных режимах использования может прожить на солнце и на ветре. Ну, приехал, вот так убрался, пропылесосил. Да? Мы сначала с Мариной глазам своим не поверили. Думаем, может, лавочка какая-то стоит. Это тренажерный зал в лесу. Ну, Это не ж- зал, это Ну да, это тренажер, штанга, да, Мариш. Для А жима специально- лежа. Да, специальные бутылки насыпанные. Там не песок даже, там Ну, песок, мелкий гранит там насыпан. О, ну-ка, надо попробовать. Да, Или я ты попробую. попробуешь. Да. Но она пустая что-то. Давай. Ну, я же все-таки в спортзал хожу. Так. Ага. Ну да, пустая, конечно. Ой, а как Но у нее... всё равно- Она болтается, да, непривычно. Штанга ж так не делает. Раз. Два. Ну, подожди, а если туда песок нагрузить, что это даст? Она неподъемная. Ни финты себе. И как ее туда? Ну, внутрь, наверное, лежа, да. Я держу. Не-не-не. Она сюда. Она не помещает. Ой, ну нет, она упадет. Не, она свалится. Мне кажется, их просто от воды воды Да. набрали, разбухли. И поэтому, ну, классно. То есть люди приезжают на природу не для того, чтобы пить не детские напитки, а для того, чтобы заниматься спортом. Молодцы. Вернулись в лагерь. Сейчас будем хвастаться. Что жаришь? О! А тут уже грибочки жарятся. А мы, еще смотрите, сколько набрали. набрали. Поставь. Только тебе Оба-на. надо проверить на съедобность. Нет, мы собирали только съедобные. Всё, не нужны Подосиновики, подберезовики, белые грибы. Вот это кто, Мариш? Это маслята. Это маслята, да? Вот у них пленочка снимается, да. Ну, красивые. В принципе, пол-ведерка мы набрали. Серьезно, Арслан, диван стоит. А самое, знаешь, что интересное? Мы там нашли тренажерный зал. Там скамья деревянная и штанга деревянная. Ух ты. Так. Кто-то занимается там. Это на край прямо, она упадет. Она горячая, Мариш? Нет, она не горячая. Она уже не горячая, выдержит? Ну, Это солянка, Мишань, это которую- соляночка. Всеми усилиями Ну-ка. готовили. О, какая красота-то. Все. Все вместе, все хозяйки справились хором. А теперь поближе, с половничком. Ух ты, с сосисками, с колбасочкой. Все как положено.
Ну, и вот эта штука, кстати, себя оправдала вообще. Нет, Аслан, это реклама у тебя на спине, я Как знаю. большая кастрюля. Как большая кастрюля. Кстати, мы ее называем Рашка Баба, ну как вот она, да. А по сути это, ну правильно, это скороварка. Я потом даже на коробке специально прочитал, там написано по-русски скороварка. А всякая там Рашка Баба, это, наверное, кто их, может, производит или не знаю. Откуда это название? Это такой у нас получается импровизированный полуденный завтрак. А и сколько время уже? Потому что нам вечер. Кто-нибудь 4? Да ладно. Уже ужин должен быть. Вот это время летит. Пока пообедали, посидели, поговорили, пообщались. Смотрим, солнышко уже к закату движется. 6 час. Темнеет осенью рано. Надо запускать баню. Вчера не стали это делать, потому что уже устали сильно с дороги. Сегодня будем париться на берегу Финского залива. Слава там уже что-то шаманит. Какой тут процесс, Слав? Разжигание? Никаких шаман. Все предельно по науке, да? Да. А ты, кстати, какие дрова используешь? Я покупаю сухую березку камерной сушки. Ага. Она очень быстро растапливается и не сильно засоряет печь. Ну вот если сосной, например, да, там смолы вот эти все, очень все черное будет, некрасивое. А у тебя уже печки, бани, получается, сколько лет? Ну это полный второй сезон. Ага. Ну, только болтики вот эти немножко поотваливались, все что-то дело, руки не Ну доходят. да, здесь немножко промялось, да? Да, она промялась от температуры много где, но в принципе никаких из-за этого трудностей нету. А вообще в сезон сколько раз ты ее примерно ставишь? Ну, мне кажется, раз 15, наверное, есть. То есть вот эта баня уже раз 30 где-то оттрудилась, да? Да, да. Ну слушай, ну мне кажется, я только в ней уже с десяток раз парился. Эта баня вообще, как сказать, мировая и заслуженная. Мы со Славой ездили с ребятами вместе на берег Баренцева моря в Териберку. Вот это, конечно, было эпично. Ну, а помнишь тот фестиваль первый на Селигере? Да. 42, по-моему, человека за 3 часа здесь попарились и ушли довольны. Ну, мы фактически, да, весь фестиваль тогда просто провели через эту баню. Вернее, Слава провел. Сколько по времени надо ее растапливать? Ну, я обычно сужу, вот, кстати, забыл налить воды. Когда закипает вот этот котелок, сколько он тут, литра 4-5, наверное, значит, баня готова. Но по времени это обычно где-то минут 25. Отлично. То есть это не как вот эта деревенская, когда нужно натопить камни и часа 3, наверное, это все дело топить. Здесь принцип немножко другой, надо париться, когда печь постоянно работает. То есть и своевременно подкидывать дров. Все, включили генератор, чтобы можно было на всех нагреть воды. У нас получается штабной бойлер, он греет воду горячую, сразу полоскаемся, поэтому подключили его напрямую от бойлера, от генератора. А сейчас ставим на горячую воду. Сейчас я буду запаривать веничек. Опа. О, даже палец не терпит. Режим души нам, может, надо переключить. Точно. О. Сейчас веничек запарится, отнесем его в баньку, поставим в тепло, он будет там настаиваться. И пойдем уже париться. Первая партия пошла в баньку. Давай, Мариш. Оба-на! Я вам свет принес. А что вы здесь без света? Фонарик даже не повесили. Сейчас я игрушку принесу, повешу. Хорошо. Слав, сколько там градусов? 95? Вообще отлично. Банька. Вот с таким вот сказочным видом. Я, конечно, не знаю. Я сейчас попарюсь, попробую занырнуть еще раз в Финский залив. Ой, что вода как будто похолодела с прошлого раза, когда мы баню ставили в предыдущем выпуске. Пойду тогда на камушках, вот там буду, как чайки. Ну что, соточку мы взяли в бане, веничком жар нагнали. Слушай,
Я думал, Ополоснуться. я Я, ду- тапку сниму. я думал, ты не пойдешь. Я прям в тапках пойду, вдруг там камни. Какие камни? Мы же всем говорим, что здесь песочный берег. Ну, мало ли, мы же его не проверяли на глубине. О, Холодно. холодно? Давай, давай бегом с разбега, забегай. О. Ну, Да. Ну, давай. нырять я не буду, я так себе водичкой только. Да ты что, ну присядь хотя бы. Не-не-не, холодно, очень Холодно? вода ледяная, прям аж ноги, руки сводят, все. Но я все равно молодец. Беги, беги скорее Я греться. морж. Беги. А, села. Ой, волной накрыло. Беги, 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 беги. И скорее снова греться в баню. Ой, вот это экстрим. Забегай. А ты что вышел? Я пойду сейчас отнесу А, свои чиндалы. цепочку, Кира, ну в баню. Кто ж с цепочкой ходит? Оставь ее здесь на стуле. Ребят, всегда снимайте перед баней все свои вот эти вот крестики. И чесак пришел. Да, потому что нереально, либо это может расплавиться и очень жжет на На теле. Сейчас быстро, 2 секунды. Ну как, согрелась? Да, Где ты есть? я в самом краешке доголовки. Там А. нереально сидеть. Там Слава сидит. Я не знаю, как он выдерживает. Труба вон красная, распределена прямо. Слав, прости, когда ты будешь смотреть этот выпуск, но ты настоящий финн. Ты заходишь в баню на берегу Финского залива, ставишь себе печку, ну, между ног, да, потому что место... И сидит еще веничком машет. Красава. Сидим с Мариной на лавочке, от которой осталось от Hello Кемпера 2 стага сена, 2 досточки. Сидим и думаем, все-таки какая же вот верная была пословица, которая говорила: не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Вот такие вот люди, которые готовы по первому зову откликнуться, поехать с тобой. Да, Нас- примчаться и ездить, причем с тобой еще показывать различные точки. Да, просто по первому зову сказать: ребят, мы едем. Даже не задать вопроса, на сколько километров, на сколько тысяч, да, какое направление. Едем, мы готовы. У нас, если есть время, мы готовы. Приехать, встретить тебя, поставить баню на берегу Финского залива, растопить ее, да? Да, Арслан целый день сегодня поддерживает костер, площадь дрова, какие-то поленья, бензопилу с собой притащил. Слава баню ставит, да. Девочки без всяких там команд какие-то вкусности готовят целый день. Конечно, вот таких эмоций, сидя дома в 4 стенах, никогда не получишь, да. И таких друзей все равно не будет. И это очень интересно, потому что все друзья разбросаны как бы по разным городам. Да. Вот. И мы настолько сплотились друг с другом, прям вот как вот кулачок вот такой 2 руки. Да, то есть у тебя друзья практически находятся в каждом регионе. Это фантастика. Ребята, если вы смотрите этот выпуск, всем вам передаем огромный привет. Ну и, конечно же, огромный привет всем нашим подписчикам. И сердечко от нас. У нас в лагере новый день. Все экипажи потихонечку собираются, складывают свои вещи, закрывают двери, цепляют прицепы к фаркопам, проверяют, что мусора после себя не осталось, потому что у нас самое главное — оставить поляну после нашего приезда еще чище, чем она была до нас. Увезти мусора больше, чем мы привезли. Но погода портится не на шутку. Такая волна разыгралась. Дует такой пронизывающий холодный ветер. Все, питерская погода нас порадовала и сказала: хватит, ребята, я возвращаюсь в норму. Только вчера вот здесь у нас стояла баня. А сейчас посмотрите, какие волны. Просто, я не знаю, ну настоящие морские волны. Очень сильный ветер. Ну что, друзья, а нам пора двигаться дальше. Сегодня мы должны быть уже в Выборге. Да, 2/3 пути вокруг Финского залива от границы с Прибалтикой до Финляндии уже позади. Сегодня приедем в Выборг, но расскажем мы об этом уже в нашей новой липовой истории. Пока-пока. Пока.